Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. Девчонки, я уже устала ходить вот с этой сумочкой, которую я шила из тюля. И я сегодня решила сшить себе другую сумку. Вот такая вот у меня ткань была. Мы когда-то сыну на штаны брали, а она, знаете, какая-то как стеклянная. Я вот уже даже не помню название, что это за ткань. Вот, на штаны она у нас не пошла, а вот для сумочки будет как раз самое то. Ну, саму, как говорится, сумку я вас шить не буду учить, да, как бы авоську-то каждая сшить может. Но у меня здесь вот два куска ткани 40 на где-то 41 на 48. И я вот так вот нашла серединку вот таким образом. И с этой серединки я буду приклеивать вот такие вот кусочки ткани. Я их заготовила заранее. Нарвала сначала полоски, а потом нарезала квадратики и оббахромила их. Вот, разных цветов. И вот так вот я буду сейчас пробовать выкладывать узор на клей канцелярский, обычный вот клей-карандаш. Вот так вот буду как бы наметывать. Вот, и догадайтесь, что же я буду делать за узор. Я очень-очень люблю и обожаю бабушкин квадрат. Но вязать я, конечно, умею, но не люблю. Вернее, как, по настроению. Но сейчас мне, например, вязать не хочется, не тянет. Поэтому вот из таких вот, видите, я показываю квадратиков. Вот, я буду делать бабушкин квадрат вот из этой ткани. Из вот таких вот квадратиков маленьких. Вот, и буду сейчас вот так вот пробовать выкладывать узор. Вот. Все это у меня эксперимент, можно сказать, на ваших глазах будет происходить. И вот так вот рядочек за рядочком я все это выкладываю. Вот даже вот эта зелененькая ткань у меня с рисунком. Я там, видите, эти синенькие цветочки вот так вот постаралась в уголке разместить. Поэтому я думаю, не обязательно, чтобы, допустим, именно однотонные ткани были для такого проекта. Можно какие-нибудь с рисуночком мелким. Я думаю, тоже будет нормально смотреться. Вот. Но, правда, я нарезала намного больше, заготовила вот этих вот квадратиков, чем мне понадобилось в итоге. Ну, зато стимул сшить еще одну сумку будет. Надо пока, как говорится, в охоточку все это по горячим следам. Надо будет и еще одну сделать, потому что очень классно получилось. Мне прям очень понравилось. Здорово. Я вот этот вот бабушкин квадрат я просто обожаю. Я все время смотрю всякие идеи в интернете, вот эти вязаные бабушкины квадраты, да, и одежды, и сумки, и что только там нет. Вот, но никак что-то я с духом не соберусь именно вязать. Вот, а очень-очень хочется. И вот я что-то мне как вот так вот стукнуло в голову, думаю, ой, можно же вот так вот сделать. И вот решила попробовать. Но тут вот я как-то не заметила, когда раскладывала. У меня немножко в кость пошло. Скосила я что-то этот квадрат. У меня, видите, завалился немного на бок. Ну, постараюсь обыграть это все потом уже в готовом изделии. Думаю, как-нибудь сделаю, чтобы это как-то не бросалось в глаза, потому что сразу не заметила. Вот, а уже потом, когда все это сделала, думаю, ну, ладно, что-нибудь придумаем. И вот так вот я буду сейчас прокладывать строчку. И вот еще одну. Как бы по каждому ряду у меня получится 2 строчки. Вот, смотрите, сначала я вот, допустим, вот синий ряд иду с одного края. Вот. Иголочкой помогаю, где там, чтобы эти мохнатушки не лезли. Так, вот. И теперь по этому же голубому ряду я еще строчку прокладываю с другой стороны. И вот получится, что у меня каждый квадратик будет 2 строчками закреплен. Вот. И таким образом полностью все прошиваю.
все ряды. Здесь вот, где у меня переходы, я как бы закрепляю, закрепочки делаю, потом нитки посрезаю в конце. И вот так вот до самого конца, до серединки все это прохожу, прострачиваю. Вот. И красненький квадратик, серединочку саму. И все. Все, дизайн готов. Сейчас я вот тут вот, где у меня переходы были, все ниточки уберу. Вот так у меня получилось. Вот. Видно, конечно, особенно на видео видно, как это у меня, как Эйфелева башня в наклоненном виде. Ну, ладно. В готовом виде будет не видно. Покажу потом в конце видео. Вот. Ну и все. А сейчас я вот так вот вторую деталь положу и буду сострачивать бока и донышко делать, ручки. Вот сумочка готова у меня. Вот так получилось. Вот швы я лентой атласной обработала снутри. Вот такая авосечка. Вот. И незаметно, в принципе, ничего, что у меня тут завалилось на бок. Все получилось вот ровненько. Вот здесь видно хорошо. Ой, ну наконец-то и у меня теперь есть бабушкин квадрат. Я довольная, довольная-предовольная. Да еще и быстро. За один день у меня сумочка готова. Ну, это можно и быстрее. Шила я ее просто за вечер, а то, что вот подготавливала вот эти квадратики. Ну и то, если бы я сразу посчитала, сколько их нужно, я думаю, это бы немного времени заняло. Я-то вон целую гору наделала. Вот. Вот такая эффектная сумочка получилась. Вот смотрите, какая прелесть. Мне очень нравится. Очень ярко, эффектно. Вот Барсик даже заценил. Подошел, все обнюхал, сказал, все, одобряю, можно носить. Кстати, при желании можно еще там и бусинок, наверное, добавить. Ну, я больше ничего сюда добавлять не буду. Мне и так нравится. Вот такая вот эффектная сумочка бабушкин квадрат. Вот. Ну а на сегодня у меня для вас все. Прощаюсь с вами. До встречи в следующем видео. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.